Привет, друзья! С вами Лена Бик. По вашим запросам я сделала вот такой быстрый, легкий, стильный низкий хвостик. Посмотрите, какой он нежный, классный. Его можно сделать на выпускной, также на день рождения и даже для подружки невесты. Если хотите узнать все секреты, смотрите дальше. Какие длинные некрашенные волосы. Я специально подбираю таких моделей, чтобы показать вам сложность. Сначала мы делим волосы. Начинаем с боковых частей. Я делю от уха до уха правую и левую части. Затем отделяю макушку примерно 5-6 сантиметров по ширине. Убираю нижнюю часть в зажим, чтобы она мне не мешалась. И сейчас я вам покажу более быструю версию подготовки, когда у вас ограниченное количество времени. Что мы можем делать? Смотрите, мы отделили только макушку, подготавливать будем ее. Я беру прядь и начинаю делать легкую тупировку, затем беру гофре и легкими движениями прижимаю пряди. Делаю так со всей зоной макушки. Беру следующую прядь, легкая тупировка и прижимаю гофре. За счет такой подготовки мы быстро справимся, сэкономим время, потому что всю зону хвоста нам подготавливать не нужно. Когда мы расчешем волосы, у нас не будет оставаться след от гофре. Волосы будут пушистые, без этого рисунка. Сейчас сами все увидите. Вот момент счесывания, обратите внимание, никакого следа от гофре нету. Волосы пушистые и податливые к прическе. Сейчас снова я отделяю макушку, при этом прежде я подготовила боковые зоны тоже, то есть мы проработали макушку и боковые зоны, а хвост у нас остался сырым. Собираю низкий хвост. Пользуюсь эластичной резинкой, чтобы она не скользила. Туго затягиваю его. Затем перехожу к макушке. Теперь я буду создавать объем. Наношу немного лак, делаю легкий начес, только сзади. И здесь я пользуюсь гофре, словно утюжком. То есть я немного подпекаю корень и немного сглаживаю те волосы, которые торчат у нас после гофре. Просто легко проскальзываю по прядке. Если у вас есть неподалеку утюжок, то, конечно, лучше включить утюжок и верхний слой выпрямить. А если мало времени, то, конечно, этот способ вам подойдет. Вы справитесь примерно за 15-20 минут. Чищу все с воском. Приглаживаю все торчащие вот эти вот короткие волоски. Нам нужно, чтобы макушка оставалась гладкая. Пока временно использую шпильку, чтобы волосы не рассыпались. И перехожу к височно-боковой зоне. Здесь я вам покажу тот самый момент, когда можно использовать гофре вместо утюжка. Я беру тонкую прядь, немного подначесала у корня и, видите, взяла гофре, подпекла немножко. Смотрите, сначала лак, начесала, снова лак и гофре легонечко проскальзываю. Не оставляем зубчиков, не нажимаем на гофре. Просто легонько прикрываем и проскальзываем, чтобы не оставался никакой рисунок. Примерно 3 прядки будет достаточно. Зависит от объема, какой вы хотите объем. У меня средний, поэтому 3 прядки хватит. Гладко увожу эту прядь назад, к макушке. И здесь нужно плавно соединить, чтобы не было никакой линии между ними.
Если хотите, можно прикрыть ушко, либо открыть. Обязательно спрашиваем клиента на этом моменте. Большинство все-таки предпочитают хотя бы немножко прикрыть, так чувствуют себя комфортнее. И снова шпилькой зафиксировала. Мое любимое приспособление, посмотрите, эластичная резинка и 2 шпильки по краям. Одну вставляю снизу, и здесь очень осторожно, медленно, не торопитесь. Я специально поставила здесь медленное воспроизведение. Аккуратно. Вокруг хвоста закручиваем, чтобы у нас никакие прядки не потянулись и не вытянулись петушки. И завожу шпильку снизу. А теперь переходим к накрутке хвоста. Я использую солевой спрей и плойка 25 мм. Накручиваю жгутом. Здесь щипчик очень помогает. Посмотрите, волосы разной длины, и поэтому некоторые волосинки торчат, а щипчик помогает их сглаживать. Держу примерно 5-10 секунд. Жду, пока нагреется прядка, и параллельно прокручиваю щипчиком. Смотрите, я прижимаю прядь. Отпускаю ее на ладонь. Нужно, чтобы она остыла. Я на нее дую, чтобы весь пар горячий ушел, и оставляю в распущенном положении. Если у вас времени много, конечно, вы можете зафиксировать, и тогда этот жгут будет более эластичный, более стойкий. Будет прям четкая пружинка. Так как у меня мало времени, да, это все-таки быстрый вариант хвостика, я сразу отпускаю. Пусть он остывает так. Вот у нас будет мягкая волна. Следующую прядь также закрутила жгутом. Я выбрала диаметр 25, потому что у меня волосы натуральные, и на меньший диаметр будет держаться лучше, будет более стойкий завиток. Обязательно держу в ладони и дую, и только затем я отпускаю локон. Сейчас покажу вам с другой стороны. Смотрите, обязательно нанесла солевой спрей. Для жесткости можете наносить лак. Мне очень нравится использовать солевой спрей на натуральных волосах. И начинаю накручивать жгутом. Обратите внимание на мои руки, на пальцы. Как у меня прядка перекрещивается на диаметре. Легонько прикрываю щипчик. Видите вот эти пушки, которые торчат, короткие волосы? Вот, смотрите, как я раз-раз щипчиком прошлась, и они у меня прямо прилегли к диаметру. И получили эту самую форму волны. Я прижала, они у меня нагрелись и приобрели форму волны. Вот для этого нам и нужна плойка щипчиком. Я думаю, вы заметили, что у нас осталась синяя резинка. Нам нужно ее скрыть. Обязательно скрываем. А как? Если вы смотрите мой канал уже давно, то вы знаете мой способ, как я прячу резинку. Я беру тонкую прядь, немного подначесала ее, чтобы волосы не рассыпались. Наношу лак, делаю ленту. Закручиваю вокруг основания хвоста, прячу резинку. У меня получилась лента, нанесла лак под нее, пригладила пальцем. Вот, смотрите, близко наношу, чтобы были капельки лака. Здесь он у меня в качестве клея. Провожу пальцами, приглаживаю. Очень быстро. Посмотрите, я уже приклеила. Даже меньше, чем за минуту.
Теперь мы будем разбирать наши локоны. Можно немного начесать основание хвоста для объема, затем немного воска, чтобы наш хвост блестел и был таким гладким и четким. Беру расческу с широкими зубьями и беспощадно прочесываю хвост. Из-за того, что расстояние между зубьями широкое, у нас остается некая текстура на хвосте. Добавляю воск по мере необходимости и прочесываю. У нас четкая волна, потому что мы завивали весь хвост на одном уровне. Он живой и будет очень стойкий. Вы можете его прочесывать, пока не достигнете той формы, которую вы хотите. И напоследок, конечно, фиксируем лаком. Приглаживаем мелкие волоски, приклеиваем. Конечно, аксессуар. Я выбрала бантик для этого милого хвоста. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что бы еще можно было сюда поставить. И нравится ли вам этот хвост в таком исполнении. Это очень стильная прическа, и она действительно может вас спасти, когда к вам пришел неожиданный клиент. Всего лишь 15-20 минут, и она готова. Я уверена, что ваши клиенты ее оценят. Обязательно ставь лайк, если понравилось, а я знаю, что понравилось. Подписывайтесь на канал, новое видео дважды в неделю.